Так, что там у нас Патрис? Тук-тук. А что, есть кто дома, нет? Еще выше. Мне кажется ли это весь дом кривой? Геральт, у меня проблема. Мы Чё? можем поговорить? Да, Геральт? А, О чем ты хотела поговорить? Я получила странное сообщение и даже не знаю, что об этом думать. Кто его прислал? Слуга Ингрид Вигельбут. Кажется, его госпожа хочет помочь чародеям бежать из Новиграда и О, готова потратить на это значительную сумму. Надо полагать, она это сделает не просто так. В этом-то и проблема. Вигельбут хочет меня о чем-то попросить, но в письме нет никаких подробностей. Этот слуга предложил встретиться на рыбном рынке и обещал все объяснить. разводняк. Только не знаю, стоит ли мне с ним встречаться. А мы вместе сходим. Не нравится мне все это, но раз уж ты уперлась, одну я тебя не брошу. Спасибо. Это разводняк, И как 100%. ты собираешься искать этого слугу? Он написал, что я узнаю его по голубому кафтану и связке ключей у пояса. Я должна его остановить и спросить, сколько стоит форель. Форель. Как думаешь, кто это придумал? Слуга или сама Ингрид? Готова поспорить, что Ингрид. Обычно у слуг нет времени на чтение авантюрных романов. Наверное, будет лучше, если с таинственным незнакомцем в голубом кафтане поговорю я. Но он-то ждет меня. Ты постой где-нибудь неподалеку, а я удостоверюсь, что твое письмецо прислали не охотники. Во-во, а то можно это. Хорошо. Встретимся на месте. Кстати, Да, Геральт? а ну-ка глянь-ка. Посмотри, что я раздобыл. Артефактная компрессия. Это статуэтка «Заколдованный человек». Сможешь его расколдовать? Конечно. Похоже, об этом бедолаге просто забыли. Он похож на дворянина. Может, он и есть дворянин. Идем. Я не могу провести ритуал прямо здесь. Ну, пойдем. Мне даже интересно, кто что такой будет-то. Дворянин, тем более. Все готово. За работу. Кто ж так его... Попробуем его расколдовать. Думаю, это дворянин. Приготовься. Может, поблагодарит. Никто не знает, кто он на самом деле. А вот это не есть гуд. Тупо про чувака забыли. Инналанда онна арайс. Коралл, нет! Я все объясню! Коралл? Я на ту девку и не взглянул. Для меня есть только ты. Эй, ты не коралл. Суккуб. Морок. Где я? Короче, Коралл его заколдовала. Понял, принял. Как тебя зовут? Мы в Новиграде. В Новиграде. В Новиграде? Последнее, что я помню, это Оксенфурта и Коралл в бешенстве. Как она может требовать верности, когда сама порхает, как... Ну, как Как деревенский мул. в самую точку. Зараза. Чувствую себя так, будто по мне прошлось стадо коров. Швабра. Все Не нормально. знаю, что Швабра, она со извини. мной сделала, но вижу, вы спасли меня от беды. Спасибо, бро. Спасибо. Да все в порядке, тебя умоляю. Вот, возьми. Пойдите развлекитесь в городе. О, бабло. С тех пор, как ты спал с Коралл, ее вкус значительно ухудшился. тех Ладно, пор идем. Наш славный господин Он сам о себе ушел, позаботится. лет 10 прошло. Всюду парень был, весело он жил. Но подумал... 30 монет? Понимаю. Так, где этот у нас рыбный рынок? Ну, пойдем. Весело он жил, но потом и загрустил.
Мне интересно, это подставуха или нет? Похоже на байт на дурака, но типа хз. Правда, я... Может быть, это, кстати... Множество людей в синих кафтанах. Подозрительно. Да? Ты не знаешь, где купить дешевую форель? Может, и знаю. Но не с вами я должен был встретиться, сударь. Если Да хочешь ладно. поговорить с кем собирался, то только в моем присутствии. Нифига себе. Осторожность велит мне... Сейчас осторожность велит тебе не спорить, поверь мне. Похоже, у меня нет выбора. Пожалуйте за мной. Сюда. Здесь недалеко. Нифига себе, я с первого раза просто ткнул. Причем реально пальцем в небо ткнул. Просто пальцем в небо. Не, ну я к пьянчуге не стал подходить, как бы, ну и... Понял я. Сука, звук в ночи я не услышал. Ну давай! Спасибо. Пойдем. Чего они хотели? Не знаю. Я их первый раз видел. Может, недавно кто-то пытался расспрашивать наших гонцов про молодого барина. Погодите-ка, где госпожа Меригольд? Вы должны были прийти одна. Если бы не он, тебя уже вели бы на допрос. Тот высокий — это Вальдо Мурис. Он работает на охотников за колдуньями. Я же говорю, Может, видишь. вы и правы, госпожа. Я просто не ожидал, потому что госпожа Вигельбут... Выкладывай уже, в чем дело. Дело в сыне госпожи Вигельбут. Молодой господин Альберт интересуется алхимией, и про это пронюхали храмовые стражи. Храмовая стража — это еще ничего. Но на тебя напали подручные охотников. Значит, дело серьезное. Да, стражников госпожа Вигельбут подкупила, но охотники платят за каждого найденного чародея, так что должно быть... Стражники сперва получили взятку от перепуганной семьи, а потом все равно шепнули словечко охотникам. Похоже, Альберт должен исчезнуть, и как можно скорее. Я могу это устроить. Молодой Вигельбут сумеет незаметно выскользнуть из дома? К сожалению, это не так просто. Молодой барин сейчас укрывается в загородном имении. Чтобы вывести его оттуда по-тихому, госпожа Ингрид хочет устроить большой бал-маскарад. И вы хотели, чтобы я там появилась и помогла ему бежать? Да, без вас нам не справиться. Госпожа Вигельбут думает, что за всей прислугой следят. Бал-маскарад. Хорошая Неплохая мысль. идея вроде как. Шумный прием, пожалуй, обманет охотников. Особенно, если хотя бы половина слухов о балах Вигельбудов окажется правдой. Кажется, на последнем балу подали 100 разных десертов. А фейерверки пускали до самого рассвета. В этот Мажоры. раз из-за тягот военного времени мы вынуждены ограничиться 85 десертами. Засахаренные лепестки голубых роз из Назаира нынче очень трудно Эх! достать. Не, 85. Как Не, бы не я пойду. хотела все это увидеть. Не, шляпа. Не-не-не-не. Надеюсь, нам не придется оставаться до конца приема. Значит, ты пойдешь со мной? Конечно. Не могу же я тебя бросить, когда ты будешь так рисковать. Подумай только, 85 десертов. У тебя по-прежнему 22 дюйма в талии? Прекрати. Как мы попадем в имение? Пожалуйста, байт. вот приглашение. Стражник у ворот получит особые инструкции. Наденьте, пожалуйста, маску лисы, хорошо? Кого? Удачи вам. Ну, гоу. Может, идем сразу туда? Смеешься? Нам нужно приготовиться, переодеться, а самое главное — купить маски. Ты знаешь лавочку Элихаля? Я уверена, там есть все, что нужно для бала. Я там был как-то раз. Элихаль — приятель Лютика. Только маски, правда? Я надеюсь, обойдется без парадного дублета? Дублет, Геральт. И это не обсуждается. Когда все устроишь, зайди ко мне. Элихаль. Господи. Элихаль.
сука. Чудесно. Это один из немногих типов, кого я слишком хорошо запомнил. Дождь, люблю дождь. Господи Иисусе. Мэри Пиппин, ёпта! Вы ли это? Хоббитсы, я думал, где они лазят? Все, нашел. Господи Иисусе, спаси и сохрани. Я думал, сюда не вернусь никогда. Я даже боюсь спросить, что он сейчас делает. Приветствую. Пришел взглянуть на весеннюю коллекцию? Я бы взглянул на твой товар. Разумеется, прошу. Если что-то жмет или натирает, всегда можно переделать на месте. Будет сидеть, как вторая кожа. А мне какую маску надеть? Ну окей. Господи Иисусе. Я так понимаю, мне дублет, да, еще нужен. Давай, ладно, красивыми пойдем, так уж и быть. Прощай. А, дублет, штаны и сапоги. Приветствую. Пришел взглянуть на весеннюю... На тебя я пришел взглянуть. Я бы взглянул. Разумеется. Господи Иисусе. А. Прощай. А, именно дублет, что ли, нужен? Ну, так неинтересно, алло. Ну, Я бы взглянул. Разумеется. я так не играю. Я думал, я могу красивым пойти. Ну, окей, давайте. Прощай. Каблучок, ты меня называла. Тарарам. Тарарарарарарам. Тарарам. О, лошадка. Где, интересно, вообще моя лошадь? Что-нибудь так. случилось? Просто интересно. Нет, но сейчас может случиться. Так. Я у мамы альфа-самец. Как к себе домой приходит. Грязи-то сколько нанесли. Помоешь, мать. Мать ягод.
вижу, ты принял мою просьбу близко к сердцу. Значит, ты все-таки говорила не всерьез? Тогда я еще успею переодеться. Не смей. Ты выглядишь замечательно. У тебя уже все есть? Можем идти? Все готово, можно идти. Не часто я вижу тебя в таком наряде. Мне в подмышках жмет. Может, они в дублет проволоку зашили? Я буду все время восхищаться твоей крепостью духа. Так что, идем? Ай, ну давай. Резиденция Вигельбургов. Надо, кстати, будет так даже видос назвать. Приветствую уважаемых господ. Мы гости госпожи Вигельбуд. Покажите, пожалуйста, приглашение. Вы этого не видели. Все верно. Вы найдете госпожу Вигельбуд во дворе имения. Она в маске попугая. И вот еще что. Мечи прошу оставить здесь. Ага, сейчас. Ну ладно, но он не пропустит с мечами Ну, на бал. хорошо. Желаю удачного вечера. Как здесь красиво. Я ужасно давно не была за городом. Я бы тебе сейчас сказал. Маска куколда есть, нет? Эй, Вивиана, не притворяйся, что ты меня не узнаешь. Что ж ты старых друзей не узнаешь? Это какая-то ошибка. Я вас не знаю. Не Не понял. валяй дурака, Вивиана. Эти волосы я всюду узнаю. Можешь, конечно, строить Шел из бы себя ты отсюда, благородную, петушок. Но пока этот барон Эдвард тебя из канавы не выловил, ты была обычной. Довольно. Госпожа сказала, что тебя не знает. А это у тебя что, новый какой-то? Еще старше прежнего? Тоже мне хер горбатый. Правду говорят, чем меньше может, тем больше платит. Может мне ему клюв в голову втрамбовать, нет? Спокойствие. Спокойствие. Пойдем, Трис. Не будем устраивать скандал. Господи. Эй, Вивианна! Ты мне больше нравилась, когда работала в каретах у пассифлоры. Спокойно. Спокойно. Отвратительный тип. Я еще с тобой не договорил. Он тем более бухой, ну кого там бить, Снова господи. он на обед опоздал. Еле на ногах стоит. Морец? Что ты здесь делаешь? Кто? Малютка Меригольд, ну и ну, а я думал, будет шикарный прием. Да, я тоже по тебе соскучилась. Но сейчас это не важно. Ты знаешь, как выбраться из Новиграда? Если хочешь, можешь присоединиться к нам. Я б, конечно, затерпел. Трис, мы здесь по другому делу. Нет. Именно поэтому. Ну, Морец, К вам? Это к кому же? среди них есть и твои друзья. Когда мы все соберемся, я выведу вас. Ты выведешь? Прости, Меригольд, это все равно, что дать себя вести храмовому утенку. За сим прощаюсь. Кто это был? Это мой старый знакомый. Морец Дефентель. Ясно. Я потом тебе расскажу. Проститутка. Понятно все. Я так и думал. Давай посмотрим, что здесь. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Здорово, петухи! О, здорово, орлы! Извините. Я Я вырвалась. вас оставлю на минуту. Госпожа? Да, это я. Насчет форели. Что? Ах, да, конечно. Прошу простить мне эти меры предосторожности, но... Может, пойдем поговорим где-нибудь в укромном месте? Благодарю, что вы согласились нам помочь. Мой лакей предупредил, что вы придете с другом. Мне бы хотелось, чтобы о побеге Альберта знало как можно меньше людей. Но если вы ему доверяете... Да, как вот Трис, никому конечно,
Пойдем за Альбертом. Где он сейчас? Трис, конечно. Развлекает гостей. На приемах он всегда душа компании, поэтому я не хотела, чтобы у кого-нибудь возникли подозрения. Когда он сможет выйти? Придется подождать, пока гости не выпьют столько, чтобы видеть только подносы с новыми кубками. Но не бойтесь, это не займет много времени. Как мы его узнаем? Он в маске пантеры. Альберт знает, что вы за ним придете, и он в восторге от того, что ему предстоит. Боюсь, он не до конца понимает, какая опасность ему грозит. Как я уже сказала, он не слишком сообразителен. Относительно этого Дебил. можете не беспокоиться. В компании некоторых чародеев он придется очень кстати. Геральт. Кипарик, спасибо. Мы пойдем поищем его. Я буду ждать новостей. Пойдем искать Кипарик, Альберта. спасибо. Взял все, обломало. Твоя слава летит впереди тебя, Геральт. Снова он на обед опоздал. Моя остановочка. Хорошую погоду. Так, Вань, иди там, погуляй. Твоя слава летит впереди тебя, Геральт. В какой он маске? Да, золотце. Альберт Вигельбут? Для тебя, солнышко, хоть Адольф Валентина. Шутник, блядь. Снова он на обед опоздал. И тут как грохнет. Серьезно? Вчера, говорит, Грифона. Мгм. Вот этими, говорит, руками Грифона в соло вышел. Мгм. Спасибо за Twitch Prime. Спасибо. Значит, выхожу я с Грифоном, говорю, Грифон, извинись, пожалуйста, а. Серьезно, да? Серьезно, ты не верили, нет мне? Ах, блядь. Альберт Вигельбут? Нет. Я черная пантера. Милый граф. Мне очень хочется сейчас кому-нибудь в голову дать. Желательно ногой. Раз твоя мать прислала, пантера. О, то есть вы... Пантера. Да. Когда мы можем покинуть имение? Мама говорила, что лучше подождать, пока все напьются. Кроме того, позже будут фейерверки, это отвлечет внимание. Когда начнутся фейерверки, я выберусь в сад. Я у мамы Встретимся пантера. в лабиринте. Мы будем ждать тебя там. Хорошо, но сперва попробуйте этого розового фиорана. Непременно. Ты дурак. Ты идиот. А чё, Фиорану попробовать нельзя? Надеюсь, Альберт не забудет, зачем мы Идиот. устроили прием. Может, подождем в саду? Идиот. Я присмотрела там такой милый уголок. Твоя слава. Грегор, ты Деркхефа не видел? Минуту назад... О, простите. Я перепутал вас с моим другом. У него похожая маска. У тебя тоже не лучше, брат. Генерал Уоркис? Геральт из Ривии. Значит, я не так уж и ошибся. Очень приятно. А это... Прекрасная незнакомка. Подождем с формальностями до конца приема, когда все снимут маски. Ведь так забавнее, правда? Вы правы. А теперь прошу простить, мне правда нужно срочно найти Деркхефа. Приятного вечера. Что это такое? Что это? Вы меня искали? Новиград. Идите своей дорогой. Мира. Опускают Вы Что за квест? Кто желает быть следующим? Прошу. Сударь Диванон освободил место у стола и уже, должно быть, не вернется. Гвин, что ли? А что с ним стало? Какие-то добрые люди отвели его в сторонку, чтобы он ничем себе не навредил.
Так что, сыграем? Первым Да, нашим у меня не соперником особо будет граф колода. Вальдемар де Крот. Он может позволить себе проигрыш, поэтому играть будет неосторожно. Да, попробуем. Ну что Играем. теперь? Ну, если квест, типа, ну, красотка. давайте. Может он бухой, может на халяву получится карту отжать. А вдруг прокатит? Сейчас, говорит, шины прострелю, тогда прокатит. Три дудки — это серьезный аргумент. Дудка, блядь, и трубник. Понимаю. Понимаю, ребята. Давай, все равно у нас много карт, может, забайтим его. Молодец. Красавчик, я бы даже сказал. Молодец. Достойно. Тут можно вот так сделать, чтобы точно забрать этот раунд. Тупо время потяну. Мороз. Ну окей, вкидывай еще карты. Давай, я придержу. Мороз? Слушай, а дальше он чем собрался играть? Мне так просто интересно. Но он выкинул сейчас очень много карт. Он же бухой. А, точно. Сейчас, может, на халяву картишку какую-нибудь заточим. Слушай, ну 2 мороза он выкинул. Я не думаю, что там третий мороз есть. Вот это опасно. Если там третий мороз есть, это будет очень плохо. Да он реально бухой. Все, ГГ. Мы, короче, либо у корчмарей выигрываем, либо у бухих. Все, я понял. Стратегия. Что, еще партию? Если карта идет, нужно этим пользоваться. Ваш следующий противник — граф Гамо Селин. Его отец в рассвете лет проиграл фамильное имение в долине Нимнора. Гамо пошел по его стопам. Однако не следует его недооценивать. Отчаянные игроки опасны. Мы осуждаем вот это вот. Вот это вот Гамо, вот это мы осудили. На всякий случай, мало ли. Я прошу прощения, а что мне за карту дали? О как! О как!
Ни хера себе! Слушайте, мы почти что собрали очень жесткую руку. Очень жесткую руку. Нам бы чуть-чуть вот этих эльфов, и это просто будет тотальная аннигиляция. Я вам серьезно говорю. Очень жесткая рука у нас. Вот чуть-чуть осталось дособрать. Прям вот чуть-чуть. Надо немножко еще затерпеть, и можно возвращаться в казик. У нас есть чем ответить сейчас в казике. Если сейчас я говорю, вот, нам немножко прям вот осталось. Рука-то неплохая, кстати. Блядь, ну он сейчас... О-о-о. Опасно. Давай милишниками отыграем, попробуем. Мне кажется, он сейчас меня-то обыграет. Ёптя. Главное, чтоб мороза не было. Самое главное. Эльфы очень опасные. Прям максимально опасные, ребята. Бля, он лютый просто тип. Он очень лютый. Я думаю, надо здесь пас долбить. Даже так. Вы что, хотите сказать, я сейчас еще и выиграю, что ли? Не-не, ну подождите, он 2 леги скинул. Две леги скинуты, это очень хорошо. Давай в луков упоримся, попробуем. Мне кажется, сейчас что-то... Все, началось. Понеслась, блядь, душа в рай. Ну ладно. Нормально. Главное, чтобы у него леги больше не было. Лекаря... Блять. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Чуть-чуть может не хватить. Чуть-чуть. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Лука. Блять, а лука нет, ребята. А лука у меня нету. Все. Бля. Чуть-чуть я его не дожал. Чуть-чуть. А еще раз уже нельзя, да? Или можно? Ну, теперь нужно отыграться. Ваш следующий противник — граф Гамо Селин. Можно? Его отец в рассвете лет проиграл фамильный... Давайте дожмем. Давайте дожмем. Но зачем этот квест отпускать? Его можно дожать. Можно дожать. Его, ну, я могу у него выиграть, по идее. Блять, мороз мне нужен. Мне просто нужен мороз, и все.
Допустим. Блин, надо с него легендарки как-то нафармить. Вот эта карта жесткая. 0 дает и плюс к колоде. Ну, легу, пуль. Бля. Против него нужен мороз, я выиграю. Если будет, если мороз, я у него выиграю 100%. Вот 100%. К бабке не ходи. Я думаю, что надо оставить сейчас. Хорошо. И вот эту карту мы у него возьмем. Блять, легу нельзя забирать. Твою мать. Ну что, забайтить его, чтобы он еще одно. На нуля, ребят, нельзя чучело кидать. Это лего. Я не могу ее забрать. Оставить, наверное. Давай оставлю. Пусть он еще одну скидывает. Ну, скинь еще легу. Тоже нормально, пойдет. Так. Хорошо. Можно катапульту. Можно катапульту, наверное. Можно, наверное, катапульту. Но если он спасовал, то чё? Да четверку-то понятно, ребят, как потом бустить? Ее надо было оставлять. Если только забирать ее сразу. Я вижу, что он спасовал. Я просто, ребят, думал, как правильно сделать. Еще одна дудка. Бля, у него сейчас пойдут эти жесткие. Это жопа сейчас будет. Я если ничего не сделаю. Здесь логично лучника. Если он сейчас хоть одну вот такую карту кинет, все, это будет ГГ. Он проиграл. Он проиграл.
что ж, еще партию? Если карта идет, нужно этим пользоваться. Сударь Мариус Флорин. Говорят, благодаря амулету из кости Риггера он никогда не проигрывает. У меня есть иное мнение на этот счет. Не, ну давайте. Играем. А чё мне там к вампирам, да, кто-то пришел? Мне бы вот этих вот добить и все, и это будет просто ГГВП. Блять, а он чудовищами играет. Чудовище мне надо сразу скидывать. Не вывезу здесь. Чудовище, он сейчас именно плодится, просто как говна за бани их будет. Давай попробуем, конечно, но... Обилку я сейчас здесь заюзаю. Нам не особо, правда, не спасет эта обилка. Ёпта. Сюда надо мороз. Поймаю мороз, все, он проиграет. Поймал мороз, проверяй. Можно его на карты побайтить. Просто тупо на карты побайтить и все. Он сейчас спасует. Блять, вот это очень плохо. Давай побайтим его на карты. Пусть он еще вот эту кинет. Даже так. Интересно. Интересный ход у парня. Чучело пришло. Угу. Угу. Ну, давай. Вот это вообще нехорошо. Давай попробуем его еще забайтить. Понимаю. Неплохой байт был. Ну что, забайтить его еще разочек попробовать? Давай попробуем. Он сейчас пасанет. Нет? Вот это вот интересно. Так, давайте здесь пасанем. ГГ. Да не, против этих ребят драться вообще смысла нет. Бля. Один шанс просто поймать сейчас... Один шанс сейчас поймать мороз. Просто один шанс поймать мороз. Поймай мороз, я выиграю. Поймал, проверяй. Так что ж, еще партия?
Сударь Марио, говорят, Я поймаю Мороз все равно. Играем. Можно было Мороз поймать, можно. Сейчас попробуем, ребят. Красиво. Это было очень красиво. Чучело он заберет. Допустим. Напруга, напруга. А у меня 2 Мороза осталось. Даже если он развеет Мороз, то... Ну, что он сделает? Вот он единственный вот сюда вот мне только может кинуть какую-нибудь подлянку и все. Ага. Молодец. Чисто побайчу его. Джунтелла, спасибо огромное. Сегодня первый, кто сапки дарит. Спасибо за плюс 5. Спасибо тебе огромное, красотка. Спасибо. Спасибо. Найс, пацан. Давай, давай. Рубил его просто. Вот это печально. Как говорится, ГГ, несите трон. Так. Хорошо. Плюс карта. Это прекрасная дама обязательно Лютик? принесет вам счастье. Прошу, не отпускайте ее. Что? Лютик? Да ладно. Да ладно, дядь. Базару 0. Годно, годно. Слушайте, я прошу прощения. Браво! Эта прекрасная дама жалко. принесет вам счастье. Прошу, не отпускайте. Дудка неплохая вышла, да. Может, сядем здесь? Как приятно снять маску. Хотя бы на минуту. Эх, Валакс мне так же Отсюда всегда отличный говорит. вид. И даже вино есть. Дедушка наш. Я страшно давно не Любимый. выходила в свет. Нет, правда. Это замечательная перемена после новиградских сточных каналов. В таком случае самое время спросить Да? про этого чародея, которого мы встретили.
Ты проморится. Что ты хочешь узнать? Мне показалось, ты ему не нравишься. Я думаю, он с удовольствием мной бы командовал. Но подчиняться... Но ведь именно ты устраиваешь побег чародеев из Новиграда. Иногда я и правда не знаю, как я умудрилась собрать их всех вместе. Все дело в твоем личном очаровании. Осторожно, это прозвучало почти как комплимент. Вот и хорошо. А, так ты хочешь... Кто-то идет. Блядь. Альберт? Да Нет, твою просто мать, какой-то а! заблудившийся гость. Никакого праздника! Сначала Наверное, Йеннифер... ищет подружку. Сначала Как в той Йеннифер отняли, эльфской потом сказке про лягушку и гость трясогузку. пришел и сидят вот с такими И глазами, хули-хули блядь, от брова. смотрят. Тихо, тихо, лягушонок. Тихо. Пойдем отсюда. Да что ж такое-то, а? Надеюсь, что гости не напьются так быстро, как я. Чем быстрее мы отсюда уберемся, тем лучше. О, нет. Я сперва осмотрю этот их знаменитый лабиринт. Говорят, у них там скульптуры. Совсем. Вас спасибо тоже за Twitch Prime. Совсем что? Совсем голые. Пойдем, Геральт. Трис, подожди. Геральт, ты идешь? Иду. Сейчас бы по лабиринту Геральт, бегать. ты Да иду, идешь? Да иду. Мы скоро вернемся. Никто даже не заметил, что нас нет. У меня так друг умер. Осторожно. Ай, ну давай! Ну нравится мне Трис, ну что я могу сделать, а? Ну что начали? Ну дайте папе романтики-то немножко, а? Ну что началось-то, а? Господа Меригольд, наконец-то! Мне жаль, что мы встречаемся в столь Он же исключительно конченый! неблагоприятных обстоятельствах. Хорошо сказано. Но мы непременно это наверстаем. Потом я обязательно покажу вам свои алхимические формулы. Никто за тобой не следил? Кажется, нет. На всякий случай поменяйтесь масками. Мы пойдем вперед. Геральт сразу за нами. В конюшне нас ждут оседланные кони. Хорошо, там и встретимся. Опять, блядь, за свое, Аен. Ну понравилось мне больше Трис, ну чё пристали-то? Чё я сделаю? Чё, поцеловать нельзя? Ты идиот? А чё, поцеловать нельзя? Идиот. Альберт, ты обещал показать свою лабораторию. Альберт, вот ты где, любимый. Вот ты где. Так вот, относительно закрытого показа. При других обстоятельствах я бы показал тебе все. Ой, прошу прощения, я... Не понял. Братиш, что за негатив? Нет. Барышня, отойдите в сторону, пожалуйста. В смысле? А вы, молодой барин, без фокусов. А то еще синяков себе наделаете. Это вряд ли. Да, я у мамы ММА, ёпта! Ай, сука, лаги. Ай-яй-яй, лагает. Да! Это что такое было? Шо, вопросы? Дядь Поч! Да! Дядь Печ! Я осуждаю суку эту!
дебил! Сейчас бы еб ты бан за ведьмака еще получить. Епта, проход в ноги кто-нибудь, а? Можно? Да ёпта. Ля тварь, а. Да что ты? Ля тварь, а. Шо? 3 в 1, пацаны? Откуда ты здесь взялся? Слева! К мамке твоей пришел. Какой, сука, дерзкий, а? Что это может быть? По мордасям нам могут дать. Вот что это может быть. Сейчас будешь зубами плеваться. Сейчас один погиб, и ты погиб. На! Проходочку в ноженьке. Еще не хватило? Шо? Хватит болтать, к бою. Домой. Не понял. Как отсюда выйти-то? С левой ходи. Как говорил великий один актер, заходи с левой. С двух, говорит, зайду сейчас. О, кролл! Деда? Я уже начала беспокоиться. Да? У нас появились небольшие трудности. Охотники? Они идут сюда? Нет, у нас есть еще немного времени. Но, пожалуйста, отправь кого-нибудь в сад, там надо прибраться. Я прослежу за этим. А вы поторопитесь. Все готово. Да. Я забрала твои мечи у стражника, а Ингрид передала мне деньги. Их здесь гораздо больше, чем я думала. Не, ну так... Я рад, что помог тебе их раздобыть. Они ведь пригодятся? То, что случилось у фонтана? Мы не должны... Я знаю, это из-за меня. Вино ударило мне в голову. Прости. Не надо просить прощения. Спасибо за подписку, ребят, на ютубе. Нам пора. Берегите себя. Опять Дуню Кулачкову, а? Что ж такое-то, а? Что за игра такая? Ну что ж, друзья, на этом серию я предлагаю тормознуть. Очень длинная, насыщенная серия получилась. Очень интересные квесты. Попрошу в комментариях, ребят, напишите, где нам можно намутить карты эльфов. Очень нужны. Просто очень нужны. Нам не хватает буквально нескольких карт. То ли пройтись надо по всем корчмарям и посмотреть, да, может я кого-то где-то пропустил, кто карты эльфов продают. Обязательно пишите на ютубе в комментариях. Ссылочка на плейлист, как всегда, внизу в описании. Добро пожаловать на Hard Games, ребят, и спасибо за лайки. Не забывайте, что на Твиче стримы проходят каждый божий день. Ссылочка тоже внизу есть в описании. Если что-то отменяется, всегда можете посмотреть расписание в телеге. Делаю уведомлялки, так что не ошибетесь. Подписывайтесь на паблик, на страницу ВКонтакте, ну и на оповещание ВК тоже, ссылочки внизу в описании.
Всем добра, удачи, с вами как всегда был я, Леха, мой ник Антарадун. Вы находились на канале Hardplay. Пока-пока. Ну что, посмотрел видос? Посмотрел. И лайк поставил. И на канал ты подписался. Красава, удачи, братан. Встретимся в следующем видеоролике.